Глава 2016. Медная монета судьбы. Тем временем три полоски света неслись к долине с разных сторон за тысячи километров. Их вела полоса золотого света, внутри которой находился никто иной, как патриарх длинной семьи, а его сопровождал человек в черной мантии со шрамом на лице, а также невыразительный длинноволосый мужчина. Гигантский лазурный ковчег и три полоски света появились в воздухе над долиной почти одновременно, и обе стороны были немного ошеломлены, увидев друг друга. Три полосы света остановились, и патриарх длинной семьи показался с приветствием и улыбкой. Какое совпадение! Приветствую вас, коллеги-даосы из духовной расы. Я думала, что вы уже в долине. Довольно удивительно видеть, что вы только что прибыли, брат Лонг. В ответ раздался голос Святой Девы Тысячи Осеней, сразу после чего она появилась перед ковчегом. Позади нее были еще 4 гуманоидные фигуры, 3 из которых были другими святыми духами, с которыми она разговаривала ранее, а четвертый человек был молодым человеком с очень бледным лицом. Вокруг его тела плыл слабый слой голубого тумана, и он совершенно не выражал никаких эмоций. Ха-ха, я действительно планировал приехать раньше, но по пути столкнулся с некоторыми проблемами и задержался на некоторое время. Я очень впечатлен вашей пунктуальностью, хотя вам пришлось проехать гораздо дальше, чем мне, чтобы добраться сюда, сказал с улыбкой патриарх длинной семьи, и когда он окинул взглядом существа пяти духов, в его глазах промелькнуло странное выражение, когда его взгляд на мгновение задержался на бледнолицем молодом человеке. Вы столкнулись с какой-то проблемой. Это не повлияет на наше путешествие, не так ли? Осторожно спросила Святая Дева Тысячи Осеней. Уверяю вас, фея Тысячи Осеней, по дороге сюда мы столкнулись с несколькими высококлассными дьявольскими существами, но обо всех позаботились, так что никакая информация о нашем путешествии не может просочиться, ответил с улыбкой патриарх длинной семьи. Хорошо. Кажется, некоторые братья-даосы уже прибыли сюда раньше нас. Давайте спустимся, чтобы встретить их, сказала Святая Дева Тысячи Осеней, когда выражение ее лица немного смягчилось. Патриарх длинной семьи направил свое духовное чувство к долине внизу и сказал: эти ауры принадлежат уважаемому даосу Ханю и фее Е. Похоже, они прибыли сюда довольно рано. Таким образом, обе стороны спускались к долине, а гигантский лазурный ковчег задержался в воздухе. Затем пожилой ученый указал на него пальцем, и ковчег мгновенно скрылся в пространстве. Группа святых духов и патриарх длинной семьи приземлились в центре долины, после чего сразу же раздался мужской голос, чтобы приветствовать их. «Приветствую вас, уважаемые братья-даосы». Фея Е и я ждали довольно долго. Как только голос стих, две полосы света появились на другом конце долины, а затем исчезли, открыв Хань Ли и патриарха семьи Е. «Похоже, все собрались», — сказал патриарх длинной семьи с улыбкой при виде дуэта Хань Ли. «Кажется, я не узнаю никого из наших товарищей-даосов из духовной расы, кроме уважаемого даоса Тысячи Осеней. Я считаю, что представление было бы уместным», — сказал Хань Ли. «Друг даос Хань, ты уже достиг стадии поздней интеграции тела», — воскликнула Святая Дева Тысячи Осеней, как только направила свое духовное чувство на Хань Ли. Когда они впервые встретились, он был только на ранней стадии интеграции тела. Но он перешел на стадию поздней интеграции тела всего за несколько столетий. Как она могла не быть ошеломлена этим? «Мне действительно посчастливилось достичь поздней стадии интеграции тела», — с улыбкой ответил Хань Ли. На своем нынешнем уровне силы он не мог скрыть свою истинную базу совершенствования перед лицом других существ поздней стадии интеграции тела, если только он не использовал для этого секретную технику. Услышав это, другие святые духи мгновенно повернулись, чтобы оценить Хань Ли, и на их лицах также появилось ошеломленное выражение. Прежде чем отправиться в путь, все святые духи ознакомились с культиваторами-людьми, с которыми они собирались сотрудничать, поэтому они, естественно, сразу же узнали Хань Ли. Хе-хе, брат Хань поистине феноменальный вундеркинд нашей человеческой расы. С невероятным прогрессом, которого он добился, у нас будет гораздо больше шансов на успех в этом путешествии, усмехнулся патриарх длинной семьи. Я слышал некоторые слухи об исключительных способностях совершенствования уважаемого даоса Ханя, но я не думал, что скорость его прогресса будет такой необычайной даже после достижения стадии интеграции тела. Как вы сказали, брат Лонг, это действительно очень хорошая новость для всех нас. Теперь позвольте мне представить здесь моих братьев. Это все культиваторы нашей духовной расы, которые постоянно находились в уединении, поэтому очень немногие иностранные расы знают о них. Это старейшина Цзинь Гау из нашей духовной расы. Он из фракции металла. Он искусен в использовании способностей звуковых волн, и его сильная сторона заключается в том, чтобы иметь дело с большим количеством врагов одновременно. Согласно представлению Святой Девы Тысячи Осеней, худым мужчиной в серой мантии был старейшина Цзинь Гау, пожилым ученым был Цзан Син, и он хорошо разбирался в искусстве ограничений. Человек, окутанный белым светом, был известен как Бай Ци, и он обладал несколькими типами мощных способностей, которые были особенно эффективны против дьявольских существ.
Последним был представлен бледнолицый молодой человек. Святая Дева Тысячи Осеней назвала его Чжишуй, и, по-видимому, он был очень искусным в пространственных способностях. Среди этих святых духов Святая Дева Тысячи Осеней и фигура, окутанная белым светом, оба находились на поздней стадии интеграции тела, в то время как пожилой ученый и худощавый мужчина в серой мантии находились на средней стадии интеграции тела, а молодой человек, известный как Чжишуй, находился только на ранней стадии интеграции тела. Если бы Хань Ли не достиг поздней стадии интеграции тела, общая сила представителей духовной расы превзошла бы силу представителей людей. Патриарх длинной семьи не мог обнаружить ничего неладного со святыми духами и приветствовал их одного за другим. Пожилой ученый и худощавый мужчина в серой мантии ответили улыбкой, в то время как Байци и Чжишуй хранили молчание и ничего не выражали. Патриарх длинной семьи, естественно, не принял это близко к сердцу и познакомил Хань Ли и других с духовными существами. Из-за того, что этот Байци испускал духовное давление, которое было даже более мощным, чем у Святой Девы Тысячи Осеней, человеческие культиваторы рефлекторно сосредоточили большую часть своего внимания на нем. Однако белый свет, мерцающий вокруг его тела, казалось, обладал некоторыми глубокими свойствами, и даже Хань Ли почувствовал головокружение после слишком долгого взгляда на него. После этого обе стороны больше не теряли времени даром и сели рядом с большим деревом, чтобы обсудить свое путешествие в царство старших дьяволов. Приготовления к этому путешествию начались много лет назад, так что общий план уже был решен. Все, что им нужно было сделать сейчас, это внести некоторые незначительные коррективы. Таким образом, их обсуждение было завершено не более чем за 4 часа, и все они снова поднялись в воздух, прежде чем полететь в гигантский лазурный ковчег, который снова появился наверху. Из ковчега раздался жужжащий звук, когда радужный свет вспыхнул на его поверхности, и он умчался полосой лазурного света. Через несколько мгновений полоса лазурного света исчезла вдали. Незаметно для всех был едва заметный шар белого света, который преследовал их по горячим следам менее чем в 100 километрах от них. Внутри шара белого света отвратительный мужчина в черной броне в данный момент ошеломленно оценивал женщину с розовым светом, мерцающим вокруг ее тела. Вы говорите, что среди них есть кто-то, кого даже вам следует остерегаться. Конечно, вы переоцениваете их, госпожа. Не думаю, что для вас проблема позаботиться об этих существах на стадии интеграции тела. Женщина держала пурпурно-золотистую медную монету и поглаживала ее пальцем, и только спустя долгое время она равнодушно ответила. Дело не в том, что я опасаюсь этих существ в стадии интеграции тела. Это медная монета судьбы. Она внезапно проявила реакцию. Это указывает на то, что одно из этих существ на стадии интеграции тела обладает сокровищем, достаточно мощным, чтобы представлять для меня угрозу. Я не хочу еще больше усугублять свои собственные травмы. На одной стороне медной монеты, которую она держала в руках, было благожелательно улыбающееся человеческое лицо, а на другой стороне красовалось злобное призрачное лицо, создавая довольно тревожный контраст. Какое сокровище может представлять для вас угрозу? Ошеломленно спросил человек в черной броне. На пике моих сил очень мало сокровищ, кроме бездонных небесных сокровищ, которые могут представлять для меня реальную угрозу. Однако в моем нынешнем состоянии трудно сказать. Даже некоторые особые сокровища Божественного Духа могут представлять угрозу для меня, ответила женщина. Выражение лица человека в черной броне слегка изменилось, прежде чем он осторожно спросил. Вы почувствовали духовное лекарство, которое вы ищете от одного из этих людей? Я получаю смутное ощущение от одного из них, но это довольно странное ощущение, ответила женщина, слегка нахмурив брови, видимо, в чем-то нерешительно. Человек в черной броне, естественно, был очень любопытен, но не осмеливался задавать дополнительные вопросы. Гигантский лазурный ковчег летел целых 3 месяца, тщательно скрываясь по пути и старательно огибая множество дьявольских поселений, прежде чем прибыть к бескрайнему океану. Глава 2017. Очистка котла. Затем гигантский лазурный ковчег без остановок продолжил свой путь в океан. Тем временем дух и люди в ковчеге медитировали в своих комнатах, чтобы привести себя в наилучшее возможное состояние. Все знали, что, несмотря на то, как долго они готовились, эта поездка определенно будет чрезвычайно опасной. Если бы они не были осторожны, их всех можно было бы легко уничтожить в царстве старших дьяволов. Таким образом, все они делали все возможное, чтобы подготовиться к набегу на царство старших дьяволов. В комнате на нижнем уровне ковчега, скрестив ноги, сидели 3 одинаковых Хань Ли. На стенах мерцало красочное ограничение, и все 3 Хань Ли были разных цветов. Один мерцал золотым светом, другой излучал зеленый свет, а последний был окутан облаком черной ци. Это были никто иной, как Хань Ли, его духовное тело и его золотое тело происхождения.
Когда Хань Ли преследовали 4 клона священного предка, у него не было другого выбора, кроме как выпустить свое духовное тело и вторую зарождающуюся душу в качестве отвлекающих маневров, чтобы отвлечь своих преследователей. Им обоим удалось пережить это испытание, и Хань Ли, естественно, применил секретную технику, чтобы призвать их обратно к себе, как только он вернулся в город глубокого неба. Однако из-за того, что весь город был окружен дьявольской армией, духовное тело и вторая родившаяся душа не осмелились вернуться в город и смогли лишь временно спрятаться на окраине дьявольской армии. После того, как дьявольская армия была вынуждена отступить, они наконец смогли вернуться к Хань Ли, пока он выздоравливал в уединении. Вторая зарождающаяся душа была очень хорошо знакома с ограничениями, установленными в каменной пагоде, в которой восстанавливался Хань Ли, поэтому она смогла проникнуть внутрь, не предупредив никого. Что касается Куэра и духовного тела, то они не только вернулись совершенно невредимыми, но и добились некоторого прогресса в своих силах за время, проведенное вдали от Хань Ли. Вторая зарождающаяся душа взорвалась, чтобы сбежать от клона Юанча, и хотя она смогла проявить себя в новой зарождающейся душе, она, естественно, была сильно ослаблена испытанием. Для обычного культиватора интеграции тела это, естественно, было бы очень хлопотным делом, поскольку потребовалось бы, по крайней мере, несколько десятилетий напряженного совершенствования, чтобы полностью восстановить вторую зарождающуюся душу. Однако с бесчисленными лекарствами и таблетками, имевшимися в распоряжении Хань Ли, это вообще не было проблемой. Он накормил вторую зарождающуюся душу рядом укрепляющих духовных пилюль, и всего за полгода она восстановила большую часть своих сил. Он все еще был далек от вершины своих сил, но в своем нынешнем состоянии он все еще мог управлять золотым телом в бою. Хань Ли в настоящее время сосредоточил все свое внимание на маленьком фиолетовом котле, парящем перед ним. Котел был размером всего в несколько дюймов, и его поверхность была покрыта глубокими рунами. В настоящее время он был окутан вспышкой лазурного пламени, которая вырывалась изо рта Хань Ли. Он пристально смотрел на котел, бросая в пламя печати заклинаний. Лазурное пламя замерцало, и из котла донесся низкий жужжащий звук. Появилась расплывчатая серая полоса света, которая была наполовину скрыта внутри котла, а другая половина простиралась за его пределы. Полоса света была толщиной всего с человеческий палец и яростно извивалась, как будто очень боялась окружающего ее лазурного пламени. Выражение лица Хань Ли оставалось совершенно неизменным, но частота, с которой он развязывал заклинательную печать, начала увеличиваться, пучок золотого света начал появляться в лазурном пламени, вырывающемся из его рта. Наконец, серая полоса света, казалось, не могла больше выдерживать утонченность лазурного пламени и превратилась в белый световой шар, вылетевший из лазурного пламени, чтобы попытаться покинуть сцену. Однако Хань Ли уже был к этому готов, и он неторопливо провел пальцем по воздуху, выпустив вспышку золотой молнии на фоне громкого удара грома. Белый шар света мгновенно превратился в небытие дугой золотой молнии. Увидев это, в глазах Хань Ли появился намек на восторг. Наконец-то мне удалось вытеснить духовное чувство этого старого дьявола. Теперь мне просто нужно снова очистить котел с помощью моей собственной крови, чтобы иметь возможность использовать его. Сразу же после этого он сложил ручную печать и открыл рот, чтобы выпустить шар эссенции крови, который взорвался, превратившись в облако кровавого тумана, которое исчезло в котле. Затем лазурное пламя загорелось с большей силой, и маленький котел начал вращаться на месте. Это был не что иное, как пурпурный котел слова, который Хань Ли забрал у клона Сюэгуана. Это было незавершенное абсолютное небесное сокровище, с которым ему было очень трудно иметь дело, и он не осмелился сразу же очистить его из-за присутствия духовного чувства Сюэгуана внутри сокровища. Этот пучок духовного чувства уже развил намек на духовную природу, и он не только отказался выйти из котла, но даже смог использовать часть силы котла, чтобы защитить себя. Таким образом, Хань Ли потребовалось несколько лет, чтобы наконец вытеснить его из котла, прежде чем уничтожить его на месте. Теперь все, что ему нужно было сделать, это усовершенствовать котел, и он станет для него мощным оружием. С точки зрения универсальности и непредсказуемости, этот пурпурный котел слова превосходил даже фрагмент лезвия, который был взят у него, так что это, безусловно, была очень хорошая замена. Хань Ли очищал маленький котел 7 дней и 7 ночей, и только на 8-й день процесс был завершен. Он взмахнул рукавом в воздухе с ликующим выражением лица, чтобы потушить лазурное пламя, после чего котел уменьшился до размера человеческого большого пальца, прежде чем плотно прилипнуть к его лбу. Хань Ли закрыл глаза и начал оценивать использование котла, в то время как сам котел мерцал слабым фиолетовым светом, яркость которого постоянно колебалась. Еще через 3 дня и 3 ночи Хань Ли снова открыл глаза, и на его лице появилась улыбка. Он уже освоил большинство способов использования котла и положил руку себе на лоб, чтобы убрать сокровище. Хань Ли на мгновение остановился, затем внезапно поднял руку, прежде чем открыть рот, чтобы извергнуть вспышку лазурного света, которая разорвала его рукав, обнажив голую руку. На его предплечье была бледная желтая отметина, оставленная этим мечом глубокого небесного удара духов. Хань Ли перевел взгляд на метку, и на его лице появилось нерешительное выражение.
Спустя долгое время он, наконец, стиснул зубы и прижал ладонь к обнаженному предплечью, а затем использовал магическую силу своего тела. Золотой свет вспыхнул по всему его телу, по его руке прокатилась золотая рябь, и под воздействием чистой духовной силы едва заметная отметина на его предплечье стала проясняться. Свет постепенно превращался из желтого в зеленый, а затем медленно переходил в темно-зеленый цвет. Издалека казалось, что в его руке воткнут миниатюрный темно-зеленый меч. Когда он увидел это, на лице Хань Ли появилось напряженное выражение, но он продолжил введение духовной силы. По прошествии целых 10 минут миниатюрный темно-зеленый меч внезапно вздрогнул, а затем начал бродить по его руке, как будто оживая. Сердце Хань Ли тоже дрогнуло, когда он немедленно опустил свое предплечье, и вливание золотой духовной силы также прекратилось в мгновение ока. В тот момент, когда миниатюрный меч скользнул по его коже, вся его рука стала обжигающе горячей, как будто ее пекли на открытом огне, и все меридианы в этой руке также были поражены приступом мучительной боли. Вот почему он поспешно прекратил то, что делал. Без инъекции духовной силы темно-зеленый меч вернулся в исходное положение, а затем снова превратился в едва заметную желтую метку. Брови Хань Ли нахмурились, когда он оценил желтую метку, и только спустя долгое время он нерешительно согнул свою руку. Над его рукой вспыхнул слой лазурного света, и порванный рукав моментально восстановился. На лице Хань Ли появилась кривая улыбка, когда он пробормотал про себя. Похоже, моей магической силы на поздней стадии интеграции тела все еще недостаточно, чтобы позволить мне использовать это сокровище. Если я действительно хочу использовать его, мне сначала нужно будет достичь этапа Великого Вознесения. После этого Хань Ли сделал паузу еще на некоторое время, прежде чем закрыть глаза и войти в медитативное состояние. 2 месяца спустя гигантский лазурный ковчег внезапно остановился в воздухе, и Хань Ли открыл глаза, почувствовав это. На его лице появилось задумчивое выражение. Почти в тот же самый момент голос патриарха длинной семьи внезапно прозвучал в его секретной комнате. «Брат Хань, мы почти достигли пространственного узла. Летающий ковчег слишком велик для цели, поэтому мы не можем больше путешествовать в нем. Нам придется высадиться и лететь отсюда». «Понятно», — равнодушным голосом ответил Хань Ли, затем провел рукавом по воздуху вокруг себя. Несколько десятков формирований разноцветных флажков мгновенно вылетели из стен комнаты, прежде чем исчезнуть в рукаве полосами духовного света. После этого он вылетел из комнаты полосой лазурного света, и к тому времени, когда он прибыл в воздух над гигантским ковчегом, там уже ждала группа людей и духовных существ. Он был не последним, кто вышел из ковчега. Сразу за ним следовали длинноволосый мужчина из семьи Линь и пожилой ученый из духовной расы. Как только пожилой ученый прибыл, он сразу же что-то пропел, прежде чем указать пальцем на гигантский лазурный ковчег, который быстро уменьшился в небольшой кусок лазурного дерева, который затем был затянут в рукав ученого. Глава 2018. Небесное гадание. Хань Ли обвел взглядом окрестности и обнаружил, что они все еще находятся над бескрайним океаном, и поблизости нет ничего примечательного. Мы примерно в 4 или 5 днях пути от пункта назначения. Узел не очень большой, но он расположен в укромном уголке региона Сюаньву, где находится самая кровожадная фракция дьявольской армии — жестокая раса дьяволов. Эти жестокие дьяволы чрезвычайно безжалостны, и это место гораздо более хаотично, чем где-либо еще во всем регионе Сюаньву, поэтому нам придется действовать осторожно, торжественно сказал патриарх длинной семьи. Если бы мы выбрали дьявольский узел рядом с городом глубокого неба, мы смогли бы свести к минимуму связанный с этим риск, несчастно вздохнула молодая женщина из семьи Е. Ни один из пространственных узлов рядом с городом глубокого неба не подходит. Я уже отправил разведчиков, которые подтвердили, что только через этот узел мы можем напрямую добраться до горного хребта Кровавого Камня Царства Старших Дьяволов. Горный хребет Кровавого Камня — чрезвычайно бесплодное место, поэтому мы не должны столкнуться с какой-либо опасностью там. В противном случае, если мы войдем в Царство Старших Дьяволов через другой узел, мы либо рискуем сразу столкнуться с сильными врагами, либо окажемся слишком далеко от пункта назначения, что потребует совершить путешествие, которое будет длиннее, чем мы планируем, ответил патриарх длинной семьи, покачав головой. Молодая женщина усмехнулась. Я просто выдала желаемое за действительное. Я полностью доверяю вашим договоренностям, брат Лонг. Патриарх длинной семьи лишь улыбнулся и промолчал. В этот момент святая дева Тысячи Осеней подошла к патриарху длинной семьи, и они немного поговорили, прежде чем отправиться вместе со всеми. В течение следующих 4 дней Хань Ли и другие столкнулись с несколькими группами патрулирующих дьявольских охранников, в которых было от дюжины до более сотни охранников. В отличие от дьявольских существ, появившихся возле города глубокого неба, эти дьявольские стражники были заметно выше ростом и были одеты в дьявольские доспехи, на которых были начертаны синие дьявольские руны. Конечно, группе Хань Ли было бы несложно убить этих дьявольских охранников, но они просто скрылись и пролетели над ними, не потревожив их.
Даже самые могущественные существа среди этих дьявольских охранников были только на стадии трансформации божества, поэтому, естественно, они никак не могли почувствовать группу существ в стадии интеграции тела. Вечером четвертого дня над далеким океаном внезапно появилась серия черных пятен, и, подлетев немного ближе, эти точки оказались скоплением коралловых островов разного размера. Самый маленький из этих островов был размером всего в несколько километров, а самый большой — около сотни километров. Патриарх длинной семьи остановился, прежде чем повернуться к святой деве Тысячи Осеней. Соратница Даос Тысячи Осеней, скорее всего, впереди находятся высокоуровневые дьявольские существа. Теперь мы будем рассчитывать на вас. Мы будем скрываться внутри бусинок. Святая Дева Тысячи Осеней улыбнулась и дала утвердительный ответ, затем перевернула руку, чтобы создать белый флаг, которым она взмахнула в воздухе, чтобы создать поток бесчисленных белых цветов, которые взорвались в быстрой последовательности. Облако белого тумана размером около акра немедленно появилось в воздухе и окутало всю группу. После этого Святая Дева Тысячи Осеней начала что-то петь, затем несколько раз взмахнула флагом в воздухе, и в белом тумане начала появляться серия пятицветных рун. Затем все в тумане начали расплываться, прежде чем, наконец, исчезнуть в небытии. Все были в восторге, увидев это, в то время как выражение лица Хань Ли оставалось спокойным, когда он выпустил свое духовное чувство в окружающий туман. Через несколько мгновений в его глазах мелькнул намек на удивление. Этот туман содержал какое-то ограничение, делающее его совершенно незаметным даже для его огромного духовного чувства. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда в его зрачках вспыхнул синий свет, и он, наконец, смог увидеть этот слой белого тумана, который образовал защитный барьер. Однако даже через его призрачные глаза туман был очень слабым и едва заметным. Это вселило в Хань Ли большую уверенность в этом ограничении, и выражение его лица немного смягчилось, когда синий свет в его глазах исчез. Этот тип сокрытия, естественно, не смог бы обмануть его, но если впереди не было каких-то дьявольских лордов, владеющих особыми секретными техниками, ни одно из дьявольских существ высокого уровня не смогло бы видеть сквозь это укрытие. Другие люди-культиваторы в группе также быстро осознали, насколько глубоким был этот туман, и они были очень довольны и заинтригованы этим открытием. Именно в этот момент Святая Дева Тысячи Осеней внезапно бросила флаг своей руки вперед, и он превратился в полосу белого света, которая направила вперед все облака белого тумана. Хан Ли и остальные проглотили черную бусину и скрыли свои ауры, прежде чем лететь вперед вместе с туманным ограничением. Таким образом, группа влетела в скопление коралловых островов в мгновение ика. Примерно в 100 километрах от них вспыхнули пространственные флуктуации, вслед за которыми появился розовый светящийся шар. После того, как свет погас, появились две гуманоидные фигуры, одна из которых была женщиной в белом роскошном платье, держащей в одной руке лиловую медную монету. Ее сопровождал дородный мужчина в черной броне, стоявший рядом с ней с чрезвычайно уважительным выражением лица. Медная монета судьбы в руке женщины внезапно исчезла, когда она сказала дородному мужчине: «Эй, подготовься. Я собираюсь провести здесь небесное гадание. Госпожа, вы все еще не полностью оправились от негативной реакции последнего небесного прорицания». «Конечно, не стоит использовать его снова за такое короткое время», нерешительно сказал человек в черной броне. «Проведение небесного гадания дважды подряд, естественно, будет очень тяжелым испытанием для моего тела, но это может быть мой единственный шанс полностью выздороветь, поэтому я не могу его упустить», небрежно ответила женщина. «Это всего лишь группа культиваторов интеграции тела. Если вы готовы доверить мне булаву истока землетрясения, я могу убить их всех и найти духовное лекарство, которое вы ищете», сказал здоровенный мужчина. Булава истока землетрясения действительно очень мощная, но с твоей нынешней базой совершенствования ты не сможешь в полной мере использовать ее силы. Вдобавок ко всему, предупреждение от медной монеты судьбы указывает на то, что эти люди определенно обладают способностями, которые могут противостоять булаве истока землетрясения. Ладно, хватит пустой болтовни. Начинай приготовление прямо сейчас. Если мы задержимся дольше, будет довольно хлопотно снова их догнать, сказала женщина. Тело мужчины качнулось, и в следующее мгновение он появился на расстоянии более 1000 футов, прежде чем потереть руки, а затем развести их в стороны, чтобы высвободить 8 предметов. Это были 8 черных деревянных кукол, каждая из которых была всего около полуфута ростом. У них были непропорционально большие головы, сравнимые с размерами их тел, и у всех у них были разные и очень похожие на живые выражения. Выпустив 8 деревянных кукол, Хие повернулся на месте, чтобы выпустить из своего тела сотни каменных плит, которые резко сошлись впереди, образуя зеленую каменную платформу высотой 70 футов. Эта каменная платформа была украшена бесчисленными яркими зелеными узорами, выгравированными на ее поверхности, и излучала неописуемую первозданную ауру. Затем Хие перевернул руку, чтобы создать мерцающий синий хрустальный шар, который он яростно швырнул в океан внизу.
Хрустальный шар мгновенно исчез в океане, после чего Хие указал пальцем вниз, и гигантские волны высотой в несколько тысяч футов были внезапно подняты вверх. Волны поднялись в воздух, образовав голубую водную преграду, окружавшую каменную платформу, а также 8 деревянных кукол. Только тогда Хея сложил кулак в знак приветствия и уважительно сказал: «Алтарь готов, госпожа». Женщина кивнула в ответ, прежде чем неторопливо спуститься в водный барьер. Затем она поставила ручную печать и начала что-то петь, отчего водный барьер начал мерцать голубым светом. Ближайшее пространство исказилось, и весь водный барьер постепенно стал прозрачным, прежде чем исчезнуть в небытии. В то же время 8 деревянных кукол проплыли вперед и появились на каменной платформе с 2 деревянными куклами, стоящими рядом друг с другом в каждом углу. Глава 2019. Безмолвие. Затем женщина подбросила медную монету судьбы высоко в воздух, и она мгновенно превратилась в большую медную чашу, прежде чем спуститься прямо в центр каменной платформы. Поверхность чаши была покрыта слоями сложных рун, а внутри нее был шар фиолетового света, который, казалось, что-то скрывал, но заглянуть внутрь было невозможно. Выражение лица женщины оставалось неизменным, когда она указывала пальцем на марионеток. Она помечала куклы одну за другой, и на поверхности деревянных кукол внезапно появлялись слои черной ци, после чего проявлялись 8 разных зловещих призрачных лиц. Они ревели и яростно бились, стараясь вырваться из деревянных кукол, но, казалось, были привязаны к куклам и не могли отойти от них далеко. Женщина не обратила на это внимания и спокойно приказала: «Готовь жертвы». «Да, хозяйка». Хея ответил, прежде чем немедленно броситься в воздух прямо над каменной платформой, а затем резко положил руку себе на талию. Черный кожаный мешочек размером с ладонь мгновенно вылетел из его тела, затем увеличился примерно до 10 футов в размере, прежде чем опрокинуться над фиолетовой медной чашей. Мешочек открылся, и из него хлынула малиновая жидкость в сторону пурпурного шара света. Малиновая жидкость вытекала из мешочка бесконечным водопадом, но чаша не подавала признаков наполнения, словно это была бездонная яма. Хея совсем не удивился, увидев это, и просто продолжал наблюдать за происходящим. Спустя долгое время из кожаного мешочка вылилось больше тонны жидкости, но она все еще текла без каких-либо признаков ослабевания потока. Хорошо, этого должно быть достаточно. Нелегко было собрать всю эту эссенцию крови древних зверей на стадии интеграции тела, поэтому мы должны экономить ее где только возможно, внезапно сказала женщина. Услышав это, Хие немедленно схватился за кожаный мешочек, и поток крови тут же прекратился, а мешочек мгновенно улетел в его рукав. Женщина глубоко вздохнула и сделала ручную печать, после чего позади нее внезапно появилось массивное розовое цветочное дерево. Дерево было сверкающим и полупрозрачным, на его ветвях росли розовые цветы размером с кулак, и все они источали опьяняющий аромат. Тело женщины расплылось, и она внезапно исчезла, прежде чем появиться прямо над деревом. Ее нежная босая ступня легко наступила на цветок, растущий на самой вершине дерева, и она махнула рукой, чтобы достать белое костяное лезвие, очень тонкое и чрезвычайно острое. Затем она медленно подняла руку и вытянула запястье из рукава, прежде чем полоснуть костяным лезвием по запястью. Струя вязкой серебристой жидкости тут же стекала с ее запястья и капнула на верхушку цветочного дерева, прежде чем раствориться в нем. Раздался громкий жужжащий звук, и розовое дерево мгновенно стало серебристым, создав захватывающее зрелище. Подождав немного, женщина отдернула запястье, прежде чем подуть на нанесенную себе рану, которая тут же исчезла во вспышке белого света. Только тогда она бросила взгляд на пурпурную чашу внизу и убрала костяной клинок, прежде чем достать черный носовой платок, который подбросила в воздух. Окружающий водный барьер мгновенно стал чернильно-черным, чтобы скрыть весь внешний свет, и казалось, что внезапно наступила ночь. Женщина подняла ногу, прежде чем осторожно ступить на вершину цветочного дерева, и массивное дерево мгновенно взорвалось серебряными точками света, которые разлетелись по воздуху. Таким образом, на ночном небе моментально добавились серебряные звезды, и они стали медленно вращаться в глубоком ритмическом порядке по ее велению. Словно внутри водной преграды возник другой мир. Серебряный свет вспыхнул в глазах женщины, и ее тело расплылось, прежде чем превратиться в гигантский белый выступ высотой в несколько сотен футов. Раздался чрезвычайно восхитительный голос, напевающий заклинание, и окружающие звезды начали ускоряться в своем вращении вокруг гигантского белого выступа, образуя ряд глубоких звездных диаграмм. В то же время шар света внутри медной чаши внезапно начал подниматься вверх, а затем принял ряд различных форм под звездным ночным небом. Тем временем перед женщиной появился мерцающий золотой диск, и она двигала в его направлении пальцы с разной скоростью, заставляя шары радужного света вылетать из диска. Ее движения казались очень расслабленными и небрежными, но с каждым движением пальца ее лицо слегка бледнело, а серебристый свет в ее глазах постепенно становился все ярче. Примерно через час группа из нескольких десятков дьявольских существ начала лететь к водной преграде верхом на дьявольских зверях, похожих на акул с крыльями.
Эти дьявольские твари казались довольно неуклюжими, но на самом деле они были чрезвычайно быстрыми и в мгновение ока достигли водного барьера. Однако эти дьявольские существа явно не заметили скрытый водный барьер, и они уже собирались пролететь мимо него, когда раздался громкий грохочущий гул. И водный барьер внезапно появился снова, прежде чем взорваться на месте. Мощный синий свет устремился во все стороны, образовав гигантский синий вихрь, и все дьявольские стражи, естественно, были очень встревожены этим, поскольку они поспешно приняли меры уклонения. В то же время их дьявольские звериные кони взревели, выбрасывая шары лазурного света, которые образовывали барьеры из лазурного света вокруг себя и своих всадников. Огромные волны пронеслись мимо, только чтобы быть разделенными этими световыми барьерами, и хотя ни один из дьявольских стражей не пострадал, они, естественно, были сильно напуганы. Все они тут же выхватили оружие и в замешательстве посмотрели на воронку. Синий вихрь быстро сжался среди настойчивого рокота, а затем исчез, открыв женщину в белом платье и мужчину в черной броне. Женщина сейчас держала золотой диск, и ее лицо было смертельно бледным, но серебряный свет в ее глазах был чрезвычайно пронзительным и ярким. В настоящее время на ее лице отражалось недоверие, восторг и нерешительность, в то время как мужчина в черной броне осматривал окрестности в слегка удивленной манере. Лидер дьявольской стражи на стадии преображения божества направил свое духовное чутье на дуэт и сразу же сильно испугался. И женщина в белом, и мужчина в черной броне обладали магической силой, совершенно непостижимой для него. Таким образом, предводитель стражников тут же спрыгнул со своего коня с изумлением в сердце и осторожно спросил: «Я Шишу из расы жестоких дьяволов. Могу ли я спросить, из какой вы расы и нуждаетесь ли вы в моей помощи в чем-либо?» Мужчина в черной броне холодно оценил группу дьявольских охранников, прежде чем повернуться к женщине с уважительным взглядом в глазах. «Госпожа, что вы хотите, чтобы я с ними сделал?» «Поскольку они нас обнаружили, их нельзя оставлять в живых», — ответила женщина, даже не отрываясь от своего диска. Ее голос был совершенно бесстрастен, как будто эта группа дьявольских охранников была всего лишь муравьями в ее глазах. Безжалостный свет появился в глазах человека в черной броне, когда он получил утвердительный ответ, а затем повернулся к жестоким дьяволам с кровожадным выражением лица. «Бежим!» — завопил лидер дьявольской стражи. Он сразу же понял, что что-то не так, услышав разговор между дуэтом, и тут же выстрелил в ответ, подняв руку, чтобы выпустить бусину размером с кулак. В то же время под его ногами появилось гигантское черное лезвие, и он объединился с лезвием воедино, прежде чем бежать к скоплению коралловых островов полосой черного света. Другие дьявольские охранники, естественно, очень встревожились, увидев это, и тоже немедленно скрылись с места происшествия. Человек в черной броне захихикал, взмахнув обеими руками в воздухе, выпустив две вспышки черной ци, которые пронеслись по окрестностям. Все виды демонических насекомых можно было увидеть в этой черной ци, и они немедленно атаковали убегающих дьявольских охранников, после чего быстро раздались леденящие кровь завывания. Затем человек в черной броне бросил взгляд на полосу черного света, которая в этот момент убежала на несколько тысяч футов и пустилась в погоню, как порыв черного ветра. Через несколько мгновений раздался вой боли, и он вернулся, неся окровавленную голову в одной руке. Он бросил голову в черную ци, затем вернулся к женщине, когда на его лице снова появилось уважительное выражение. В этот момент леденящие кровь крики, звенящие внутри черной ци, также утихли, и черная ци влетела обратно в тело человека в черной броне. На протяжении всего этого процесса глаза женщины были полностью прикованы к золотому диску в ее руке, и на ее лице было безразличное выражение. Глава 2020. Прорыв силой. Начали. «Только что вы действовали довольно быстро, но все еще есть шанс, что кто-то мог быть предупрежден», — сказала женщина, убирая диск. Затем она провела рукавом по воздуху, и вспышка розового света охватила дуэт, затем поднялась в воздух, прежде чем улететь в виде шара света, направляясь прямо к скоплению коралловых островов. Пока она летела, женщина бесстрастно смотрела вдаль прищуренными глазами. Человек в черной броне бросил на нее несколько украдкой взглядов и через некоторое время, наконец, не мог не спросить: «Госпожа, почему алтарь внезапно взорвался в конце?» «Вы в порядке?» «Я в порядке». Просто ответная реакция оказалась сильнее, чем я ожидала, поэтому в конце концов я не смогла ее контролировать. Я не получила никаких травм, но все 8 запасных марионеток были уничтожены. «Я не смогу проводить гадания, пока не усовершенствую новый набор», — ответила женщина. Услышав это, сердце человека в черной броне дрогнуло. «Понятно. Тогда гадание». Мне не удалось завершить гадание, но я извлекла из него знаки. Знаки довольно двусмысленны и даже в некоторых областях противоречат друг другу. Но одно можно сказать наверняка: эта группа людей обладает чем-то, что может помочь мне сделать полное выздоровление. Внимательно следи за ними. И следи за тем, чтобы они ничего не заметили.
Мне нужно некоторое время, чтобы подумать, чтобы я могла по-настоящему понять, что знаки говорят мне, сказала женщина. Да, госпожа. Тогда давайте немедленно погонимся за ними. Они не только собрали так много существ в стадии интеграции тела, но и проделали весь этот путь. У них должна быть огромная цель, предположил человек в черной броне. Независимо от того, какова их цель, мы в конце концов узнаем, если будем продолжать следить за ними, сказала женщина. Вы уже поставили метку на эту человеческую женщину, и мы в тени, в то время как они на совершенно открытом месте. Они никак не смогут убежать от нас, мужчина в черной броне усмехнулся. Женщина просто кивнула и ничего не ответила, и мужчина в черной броне тоже замолчал. Несколько часов спустя Хань Ли и другие уже остановились в воздухе над массивным коралловым островом размером в несколько сотен километров. Они парили на высоте десятков тысяч футов, издали оценивая дьявольскую твердыню. Дьявольская крепость занимала почти половину площади всего острова и была окружена серыми стенами высотой более 1000 футов. Кроме того, рядом с ней были установлены уровни ограничений, и она была окружена несколькими барьерами черного света. На стенах крепости стояли дьявольские стражники, вооруженные всеми видами оружия, а над крепостью летали двуглавые дьявольские птицы. В воздухе над крепостью витало гигантское черное облако размером в несколько сотен акров. Облако непрерывно взбалтывалось, и можно было увидеть, как в нем вспыхивают дуги серебряных молний вместе с грохочущими ударами грома, создавая очень жуткий и грозный вид. Это правильная крепость. Разве ты не говорил, что здесь не должно быть много дьявольских существ, охраняющих это место? Спросила святая дева Тысячи Осеней с мрачным выражением лица, и другие святые духи тоже были явно очень недовольны. Хань Ли и другие люди-культиваторы ничего не сказали, но они также повернулись к патриарху длинной семьи со скептическим взглядом в глазах. Пожалуйста, не поймите меня неправильно, уважаемые даосы. Я недавно посылал разведчиков в это место, и в то время это была лишь очень маленькая цитадель. Все эти существа, должно быть, были недавно размещены в этом месте, поспешно объяснил патриарх длинной семьи с кривой улыбкой. Я уверена, что вы не станете лгать о чем-то подобном, брат Лонг. Но что вы планируете делать теперь? Должны ли мы перейти на другой узел? При наличии такого количества дьявольских существ среди них, скорее всего, есть дьявольские лорды и даже более высокие ранги. Поэтому есть большая вероятность, что наш первоначальный план потерпит здесь неудачу, сказала святая дева Тысячи Осеней, когда выражение ее лица немного смягчилось. Даже если бы 1 или 2 дьявольских лорда выступили против нас, мы смогли бы убить их сразу. Как только мы войдем в царство старших дьяволов, у них не будет возможности выследить нас, сказал патриарх длинной семьи, и в его глазах мелькнул холодный взгляд. Я согласен. С нашими объединенными силами нам действительно нечего бояться, и пробиться к узлу — это самый простой и эффективный способ, кивнул мужчина из семьи Линь. Но если мы это сделаем, дьявольские существа в царстве старших дьяволов немедленно получат новости о том, что мы делаем. Это будет очень вредно для нашего путешествия по царству, сказала женщина из семьи Е, слегка нахмурив брови. Царство старших дьяволов — чрезвычайно большое место, и мы не собираемся ходить в города с большими скоплениями дьявольских существ. Поэтому, даже если они узнают, что чужеземные существа вошли в их царство, у них не будет возможности эффективно выследить нас. Кроме того, это не редкость, когда чужие существа входят в царство старших дьяволов. Из того, что я слышал, многие могущественные существа из рас нашего царства духов время от времени отправляются в царство старших дьяволов. Дьявольские существа могут не обращать особого внимания на нашу группу, возразил старший в черной мантии из длинной семьи. Хань Ли просто молчал, спокойно поглаживая подбородок, в то время как святые духи обсуждали этот вопрос друг с другом через голосовую передачу. Спустя несколько мгновений был вынесен вердикт, и святая дева Тысячи Осеней повернулась к патриарху длинной семьи и сказала: «Действительно, это будет слишком большой задержкой, если мы переключимся на другой узел. Поэтому мы поступим так, как скажешь ты, брат Лонг. Если наше прикрытие будет раскрыто, нам просто придется пробиться в узел, но я надеюсь, что с твоей стороны больше не будет ошибок, как только мы войдем в царство старших дьяволов». Веки патриарха длинной семьи слегка дернулись, но он уверенно ответил: «Будьте уверены, уважаемые даосы. В таком случае давайте начнем прямо сейчас. Я выпущу всю мощь флага дымового облака и сделаю все возможное, чтобы мы были как можно ближе к узлу, не нарушая никаких ограничений», сказала святая дева Тысячи Осеней серьезным голосом. Затем она наложила ручную печать, и несколько полос света вырвались в окружающий воздух, а затем исчезли во вспышке. Синий свет вспыхнул в глазах Ханли, когда он огляделся вокруг и обнаружил, что в окрестностях появился слой облаков и тумана. Всего через несколько вспышек облака и туман стали чрезвычайно тонкими, и они были едва видны даже его духовным глазом. Сердце Хань Ли дрогнуло, увидев это, и он немедленно отозвал свою способность духовного глаза.
Однако Святая Дева Тысячи Осеней, казалось, что-то почувствовала и повернулась к Ханьли с многозначительным выражением в глазах. Однако она ничего не сказала и просто повела к узлу над дьявольской твердыней. Глаза Ханьли слегка сузились, но выражение его лица не изменилось, когда он медленно летел к узлу на расстоянии вместе со всеми остальными. Они находились всего в нескольких десятках километров от узла над твердыней, но во время своего полета столкнулись с 7 или 8 группами патрулирующих дьявольских стражников. Однако облако и туман, которые вызвала Святая Дева Тысячи Осеней, сумели безупречно скрыть их. Были случаи, когда они практически соприкасались с дьявольскими охранниками, но те ничего не чувствовали. Однако, когда они были менее чем в 10 километрах от дьявольской твердыни, они, наконец, включили чрезвычайно глубокое ограничение. Без всякого предупреждения раздался глухой удар, после которого из ниоткуда вылетели бесчисленные черные шипы, летящие прямо на них со всех сторон. Нас разоблачили. Готовьтесь к бою, уважаемые даосы. Святая Дева Тысячи Осеней немедленно закричала, когда выражение ее лица помрачнело. Затем она махнула рукой в воздухе, и слой облаков и тумана вокруг них внезапно образовал плотный световой барьер, который сдерживал все приближающиеся черные шипы. Все остальные немедленно высвободили свои сокровища и способности, увидев это, и окружающие ограничения были мгновенно разорваны перед лицом их объединенных сил. После чего все они, как молния, полетели к узлу над дьявольской твердыней. Такое сильное волнение, естественно, насторожило всех дьявольских существ в окрестностях, и бесчисленные шары света взорвались возле крепости, когда духовный свет распространился по всему небу. В то же время группы бронированных дьявольских существ верхом на всех типах дьявольских скакунов угрожающе поднялись в воздух.